Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами нарисуем картиночку с костром в ночи. Такая достаточно популярная картинка. Известная, кто уже немножко рисует, тот уже видел, наверняка ее встречал в интернете. Так. Буду сегодня не очень громко говорить, потому что у меня... Я сегодня проснулась, и у меня болит горло. Немножко простывшая какая-то вроде... Вроде бы никуда не ходила, сидела дома. Так, ну ладно. Вот смотрите, что я делаю опять. Я принтую листочек. Каждый раз для тех, кто новенький, я объясняю, зачем это нужно. Мы белилами покрываем весь лист для того, чтобы забить поры листа, и краска при нанесении уже не впитывалась так быстро в бумагу, и нам было легко растушевывать. Это для... Такой прием используют в основном новички в рисовании, потому что так действительно гораздо легче рисовать. Итак, я загрунтовала весь лист. Дальше мы смотрим. Так, у меня тут кыса моя ходит. Нам нужно начать с фона. Для фона я возьму розовые оттенки. Посмотрю, что у меня есть в красках розового. И синие, конечно. Так, у меня есть красный. Есть такой бирюзовый. Зеленый я уберу. Синий, фиолетовый цвет и фиолетовый цвет. Вот, 3 таких цвета я возьму. На самый низ, сейчас отмечу, где у нас будет земля. Земля у нас займет примерно четверть листа. Синим цветом, жиденько, да, вот прям водичкой. Вот будет земля. И вот эту верхнюю часть мы превращаем в небо. Что мы для этого сделаем? Мы сейчас очень-очень-очень быстренько наносим цвет. Красивый бирюзовый цвет я наношу вниз. Потом беру какой-нибудь фиолетово-синий. Краски суховатые, конечно. Синенький добавлю сюда. Красненький. Фиолетовый. То есть мы сейчас наносим цвета вот прямо как хочется. Сюда можно вообще розовый цвет внести. И вот еще синенький, темненький наверх. И теперь, промывая кисточку, или можно вот так вот сверху делать, начинаем растягивать цвет. Вверх. Здесь какой-то розовый вмешался, да, вот я возьму еще беленького, чтобы проявить этот цвет розовый. Ну, честно признаться, не очень-то красиво смешивается этот розовый цвет. Каждый раз макаю кисточку в белила. Все ниже, ниже, все светлее, светлее у нас идет, как будто тут какая-то засветка. Полосатое такое небо. Можно сделать наоборот, снизу вверх протяжку. То есть это мы как бы растягиваем цвет неба. Называется цветовая растяжка. Границы между цветами желательно подрастереть, чтобы не было такого конкретного как бы перехода полосатого. Вот, верхнюю часть я, наверное, чуть потемнее сделаю. Добавлю сюда цвет еще. Как бы это же ночь у нас подразумевается. И небо должно быть такое насыщенное. Использую синий цвет. Фиолетовенький. Красивенький голубой снизу. Далее закрашиваем черным землю. Мне нужна вода. Закрашиваем черным цветом всю нижнюю часть листочка, там, где у нас земля. У меня краска немножечко подсохла. Такая не очень-то растягивается. Всегда, когда садитесь рисовать, проверяйте, в каком состоянии у вас красочки. Достаточно ли они пастозные. Мы же с вами рисуем гуашью. Гуашь имеет такое свойство подсыхать в баночках, если долго не рисуете. Ее надо, если гуашь совсем закаменела, ее можно оживить с помощью горячей воды. Залейте в нее кипяточку и оставьте на ночь. А утром или на следующий день просто попробуйте ее
размять палочкой. Деревянной палочкой или чем-то еще таким тверденьким. Я иногда пользуюсь стеками. Дальше у нас с вами красота в виде елочек. Смотрите, у нас есть елочки заднего плана, их много. Для их рисования нам понадобится плоская щетинка. Вот у меня две разных, попробую и ту, и ту. И сделаем сейчас сначала цвет для задних елочек дальних. Возьмем черный, добавим туда синего, прям много. Краски понадобится много, сразу говорю, то есть намешивайте ее достаточное количество. И сразу же сюда белилок. Смотрите, такой черно-синий цвет получается, сероватый. Вот такой вот цвет. Серо-синий, да, он такой получается. Синий с черным смешали, добавили белил, получили такой серо-синий цвет. Можно даже еще белил добавить. Вот так. И теперь я отжимаю кисточку о палитру для того, чтобы снять с нее излишки краски. И будем творить елки. Макаю кисть. И начинаю рисовать елки заднего плана вот таким вот образом, как по лесенке спускаюсь. Оставляю воздух. Для макушечки я ставлю кисточку вертикально. Чтобы макушечку нарисовать, смотрите, вертикально поставлю кисточку, отпечаточек сделаю. Добавляю несколько коротких веточек и дальше уже спускаюсь вниз. Вот таким вот образом. До самого конца делать не обязательно, у нас тут будут елки переднего плана. Добавляем несколько таких елочек в тумане стоящих. Можно вот так вот себе наметить, где они будут у нас. Вот на разных уровнях, можно одну выше, одну ниже сделать. И вот так вот их нарисовать, дополнить здесь задний план такими дымчатыми деревьями. Прорисовывать их вовсе не обязательно прям четко-четко. Можно просто обозначить, что там что-то есть. Еще у елочек форма треугольничка, да, вы это знаете. Так, дальше у нас с вами идут черные елочки с черного цвета. Для этого мы с вами должны полностью прополоскать кисточку от той самой серой краски, которую мы до этого рисовали. Потому что на ней же есть белила, а белила нам сейчас совсем-совсем не нужны. Просто макаю кисть в черную краску, в чистый черный цвет. Так, сейчас, минуточку. И начинаю рисовать елочки ближнего плана. Смотрите, мы их сначала наметим. Они у нас самые маленькие, самые дальние стоят вот там, наверное, на горизонте. Вот так вот я намечаю елочки ближние, которые к нам стоят. Обратите внимание, они разные по высоте. Все, ни одной одинаковой нету. И теперь таким же образом, как мы до этого рисовали, вот здесь, смотрите, аккуратненько уголочек, и на расширение пошла. Рисую елочку. Одну. Чем мохнатее кисточка, тем лучше получаются вот эти вот пушистики елочные. Вторую. Там можно где-то вот еще одну нарисовать, да, макушечку. Сильно ее можно не прорисовывать, поскольку она, скорее всего, будет закрыта вот елочками более крупными, более ближними. Вот она. Я ее дорисовываю. Постоянно макаю кисточку в краску, потому что если краски будет на кисти мало, то у вас получится такая прозрачная елка. А прозрачную елку нам не надо. Нам надо прям такую черную-черную, чтобы она прямо плотненько-плотненько закрывалась. Вот. Здесь большая. Можно даже немножечко макушечки поднаклонить. Да, вот интереснее будет смотреться, если макушка будет в наклоне. Так. Это пока что первый слой, который не, ну, как бы задает нам, нашим елочкам, теневую часть елки. И сразу же беру большую елку крайнюю
И постоянно беру свежую красочку, потому что иначе у нас появится такая дымка прозрачная, после просыхания особенно. Это будет заметно. Так, вот такая красота. Там у нас где-то что-то просвечивает, да, небо, может быть, какая-то между деревьями есть тропинка. Следующий этап. Пока деревья еще не высохли, мы можем заложить базу для костра. А у меня даже еще нижняя часть не высохла тоже. Нам надо дождаться полного просыхания, иначе будет сложно. Ну, в принципе, свет на деревья мы можем бросить уже сейчас. Это можно сделать с помощью белой краски. Здесь нам понадобится беленькая красочка и желтенькая красочка. Желтенькая будет обозначать свечение от костра. Добавлю сейчас еще желтенькую. Возьму. Сначала, конечно же, мы делаем белой краской, свет кладем. Все то же самое, как мы с черным цветом поступали, но только с одной стороны елочек. Смотрите, вот я высветляю только ту часть, которая близко к костру. И вот также прохожусь по вершинкам наших веточек. Но здесь эту елку, видимо, мне придется как бы так полностью, потому что она будет самая ближняя. У остальных елочек буду добавлять вот таким хаотичным. Главное, чтобы не превратить наши елки в заснеженные, да? А то получится, что они как будто бы в снегу. Чуть-чуть добавляю света белым цветом. У этих елочек вообще получается добавляют только с одной стороны, с той стороны, которая близко к свету, к огню. Задние елки вообще не трогаю, только вот эти ближние. Вот. Добавила беленьким. Сейчас пройдусь по этим же местам. Здесь немножко можно добавить еще, поскольку елка близко стоит. Сразу же немножечко добавлю каких-то травинок на земле, освещенных костром. Вот таким образом в разные стороны. А теперь, после того, как белую основу заложили, давайте добавим туда еще желтеньких и красненьких оттенков. Можно красненькие, да, добавить. Вот, беру желтенький на палитру. И рисую теперь, добавляю свечение от костра. Еле-еле касаясь, прямо щекочу бумажку. Не вписываю туда сильно-сильно такие желтые ляпы, не делаю. То есть вот касаюсь прямо едва-едва-едва. Чуть-чуть. Это свет от костра. Мы можем сюда добавить еще красненького, чтобы получился такой оранжеватый оттенок. Все, прохожусь то же самое по другим елочкам. Макушки засветить можно. Хотя макушки-то как раз, возможно, и не светятся. То есть светятся-то только нижние части веток. Вряд ли макушки мы с вами увидим светящимися. Немножко добавлю сюда красненького. Сейчас красненьким цветом. Красненький только по нижним веточкам пройдусь. Чуть-чуть добавлю оранжевинки такой. И, конечно же, травку тоже засветляем. Желтеньким, красненьким. Добавляем свечение. Постоянно приходится кисточку освежать, потому что черный цвет очень быстро пачкает кисть. И получается, что она уже не желтая, а какая-то грязная. С черным цветом кисточка. Немножко красненького. И вот по тем веточкам, которые мы уже с вами нарисовали белым цветом, вот по ним же прохожусь желтеньким. И чуточку красненького. Чуточку. Вот такая у нас красота. Отражение. А теперь можно закладывать
белый цвет под костер. Почему надо нарисовать костер сначала белым цветом? Потому что желтый провалится в черный цвет у вас. Не будет его видно. Поэтому, конечно, вначале мы нарисуем белилами этот костер. Хорошо промываем синтетическую кисточку. Я ее тут не промыла, она у меня немножко цветная, в синем цвете. И теперь беру белила и начинаю рисовать костер. Смотрите, вот прям вот такими лепестками. Где-то белила запачкали, сразу кисть смываю. Снова беру чистое белила и наношу, изображая такой костер. 2 раза по одному и тому же месту лучше не проходиться, надо дождаться просыхания. Как большой-большой цветок, да, такой. И сразу же место под дровишки забронирую. Вот так лежат они, эти дрова в пионерском костре. Пока сохнет мой костер, я добавлю тени на елочки. Что-то я вот сейчас вижу, что я переборщила как бы со светом. Хочу немножечко подтенить их. То есть как бы убрать в тень ту часть елочки, которая не освещается. Добавляю черненького еще сюда в промежуточке. А то как-то слишком пестро получилось. А елки, они все-таки больше черные. Ну, а тем временем у меня подсыхает костерок. Мне надо, чтобы он полностью высох. Мама, мама. Мы рисуем тут не одни. Ко мне пришел мой маленький художник. И теперь чего-то мне, видать, подсказывает, чего мне надо добавить. Может, чего-то у меня слишком тут много. И он считает, что надо воды, например, в гуашь долить. Нет, Айдар? Да, Айдар? Да. Да. Вот, говорит, гуашь у тебя слишком сухая, мама, надо долить воды. Чем он сейчас и занимается, имея пшикалку в руках. Так, ну ладно, я сейчас возьму снова белый цвет. И поверх нашего костра еще добавлю белил. Да. Вот, вывожу большое-большое пламя. Да. Можно сделать это тонкой кистью. Нет, не высох еще. Все, ждем просыхания. После того, как полностью просох костер, полностью высох, вы потрогайте его пальчиком, чтобы он был прям полностью сухой. И белая краска не снималась. Хотя вот у меня я чувствую, что где-то, видимо, еще не до конца просох. Теперь я беру желтый цвет и желтым цветом закрываю весь наш будущий костер. Но это уже практически костер. Желтая краска тоже суховатая такая. Не страшно, если вдруг у вас будет просвечивать белый. Белый цвет вполне себе может просвечивать, потому что пламя у нас разное. И белое есть, и красные оттенки, и желтые. Вот, и теперь желтеньким добавляем язычков пламени вот здесь, например, где-то. Дальше также желтеньким я прокрашу дровишки. Теперь я дровишки добавлю, пока краска не высохла, сразу же покрашу красным. Внесу сюда еще оттенки. Также, пока огонь не высох, мы можем красненьким нарисовать ему всполохи внутри. Немножко язычки подкрасить. Вернусь к желтенькому снова. Теперь желтеньким возвращаюсь, как бы, да, то есть я немножко смешиваю цвет уже прямо на бумаге. Оставляем такой желтый центр, светящийся. Ну, опять меня зовет мой маленький художник, он ушел мыть руки. Теперь мне нужно придать дровишкам больше коричневатости. Я возьму коричневый цвет и коричневым цветом
по дровишкам снизу пройдусь. То есть как бы каждое бревнышко я немножко затемню с одной стороны. Так, ну, видимо, не удастся мне сейчас без... Да вот еще и кошка, и кошки, и дети там. В общем, да, веселуха у нас. Одна требует, говорит, есть хочу, второй там, не знаю, что он там хочет. Чего-то хочет. Палочки торчат. Вот такие палочки. Возьму сейчас кисточку тоненькую. И тоненькой кисточкой немножечко проработаю дровишки. Это я взяла черный цвет. Вот как будто бы полежки лежат, да? Я им добавлю здесь немножко угольности. Они же уже обуглились, и как бы у них немножко тут черновастенько. Где-то светится, да, где-то там может быть и красненький цвет. А где-то они прямо обуглились и уже не такие светлые, яркие. Особенно это все снизу, с нижней части дровишек. Вот таким вот образом создадим ощущение дров. И здесь немножко так кривенько. Попляшу кисточкой внутри. Так, и каждая дровишка еще, наверное, сверху у нас светится тоже желтеньким цветом. То есть чуть-чуть блики желтым. Ну, может, даже вот так вот с белым намешаю. И на каждую дровишку брошу такие светлые места. Вот такой костер у нас горит. От костра, конечно же, расходится освещение в стороны. То есть вот здесь у нас определенно земля светлая. Свечение есть. Где-то травки торчат, светятся. Это я смесью желтого и белого цвета делаю травишки. Травинки. Как бы это делать не обязательно, можно оставить и черным цветом землю вокруг. Тоже будет хорошо. И остается у нас самая такая приятная часть, это искры от костра. То есть костер, у него искры вверх летят. Здесь теневые травинки, которые против света, в контражуре, так скажем, да, вот эти травиночки. Так, мы берем сейчас с вами щетинку, кисточку щетину, и начинаем делать набрызг. Набрызг делаем желтым цветом, смешанным с белилами. Такой достаточно жиденький должен быть состав на кисточке. И вот тут, в этом месте, так, густовата краска, да, то есть еще жиже должна быть. То есть, чтобы брызги хорошо ложились, красочка должна быть такая жиденькая достаточно. То есть, проверяйте, если брызги не идут, или, допустим, вот они идут, но достаточно мелкие, значит, надо вот так вот. Так, разбавить водичкой. Так, желтеньких сделали, и добавлю сюда еще красненьких также брызг. Чуть-чуть оранжевых. Ой, Айдар, что? Все, на этом наша с вами картинка готова, ребят. Мама. Поздравляю, мы с вами нарисовали. Мама. Вот такая картинка у нас с вами получилась. Костер в ночи. Очень красиво. Мама. Да? Да, Айдару очень понравилось. Он даже пальчиком хочет потрогать этот костер. Вот. Рисуйте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока.